In this video series, I'm reading an adapted elementary reader in slow Russian. You'll be able to practice your listening skills while reading an amazing story and building your vocabulary, all at the same time. Keep watching! Hey, what's up? Christina here from Boost Your Russian, bringing you the best tips and tools for learning Russian online. If you are new here, consider subscribing because I publish new lessons every week and you will not want to miss them if you are serious about learning Russian. Today, we'll keep reading one of my elementary graded readers, the famous Sherlock Holmes story called in English The Speckled Band and Пёстрая лента in Russian. Last week I read the first chapter for you in slow Russian. If you missed it, I will leave the link to the video in the description. From the first chapter, we learned that the girl from London named Ellen came to Sherlock Holmes asking for help. Her sister died 2 years ago under very strange circumstances, and now strange things started happening in her house. Today we'll continue with the second chapter and learn more about her sister's death. Again, I will be reading you in slow Russian so that you can practice your listening comprehension even if you're a beginner in Russian. Also, remember to download the reader in PDF. I will leave the link in the description. This way, not only you'll be able to follow along with the story, but you'll also get translation of difficult words and phrases into English and also comprehension questions with answers at the end of each chapter. Let's begin. I'm so excited to know more about this mysterious story. Глава 2. Смерть сестры. Я очень хорошо это помню. Это было ужасно, ответила она. Все наши 3 спальни на 1 этаже. Сначала комната отчима, потом Джулии, а моя комната рядом с ее. Окна всех комнат выходят в сад. Двери открываются в коридор. Однажды вечером наш отчим курил крепкие индийские сигареты в своей комнате. Джулия не могла заснуть, потому что чувствовала их запах. Она пришла в мою комнату, чтобы поговорить. Прежде чем вернуться в постель, она сказала мне: «Элен, ты слышала свист ночью?» Я удивилась. «Нет», — ответила я. «Странно», — сказала она. «Иногда я слышу свист, но не знаю, откуда он. Почему ты его не слышишь?» Я рассмеялась и ответила: «Я сплю лучше тебя». Джулия
ушла в свою комнату, и я заперла за ней дверь. «Почему вы заперли дверь?» — спросил Шерлок Холмс. «Мы боялись диких животных и цыган», — ответила она. «Пожалуйста, продолжайте», — попросил Холмс. «Той ночью я не могла уснуть. Дул сильный ветер и шел дождь. Вдруг я услышала женский крик. Это был голос моей сестры. Я выбежала в коридор, услышала свист, и через минуту звук падающего металла. Я не знала, что это было. Я побежала к двери в комнату сестры. Она открыла ее и упала на пол. Ее лицо было белым и напуганным. Она плакала. «Помоги мне! Помоги мне! Элен! Я умираю!» Я обняла ее, и она закричала: «Элен! О Боже, Элен!» Это была лента, пестрая лента. Она хотела сказать что-то еще, но не смогла. Я позвала отчима. Он попытался помочь ей, но мы ничего не смогли сделать. Итак, моя любимая сестра умерла. Вы уверены насчет свиста и звука падающего металла? Спросил Холмс. Думаю, да, ответила Элен. Но это была очень неспокойная ночь. Возможно, я ошибаюсь. Полиция не смогла понять, почему умерла моя сестра. Двери были заперты. Никто не мог попасть в комнату. В ее теле не обнаружили яда. И что такое пестрая лента? Цыгане носят на шее что-то похожее. Я думаю, что она умерла от страха, но не знаю, что ее так напугало. Возможно, это были цыгане. Как думаете, мистер Холмс? Холмс на минуту задумался. Произнес он. Это трудный вопрос. Но, пожалуйста, продолжайте. Это было 2 года назад, сказала Элен Стоунер. Я была очень одинока без сестры. Месяц назад мой друг сделал
мне предложение. Отчим согласился. Скоро будет свадьба. Но 2 дня назад мне пришлось перебраться в спальню сестры, потому что в моей комнате чинили стены. И прошлой ночью я снова услышала этот свист. Я выбежала из дома и немедленно приехала в Лондон, чтобы просить вашей помощи. Пожалуйста, помогите мне, мистер Холмс. Я не хочу умереть, как Джулия. Мы должны действовать быстро, сказал Холмс. Если мы поедем в ваш дом, мы сможем посмотреть на эти комнаты. Но ваш отчим не должен об этом знать. Он сегодня в Лондоне, поэтому не увидит вас. Спасибо, мистер Холмс. How did you like this story? Ooh, so much mystery. I'm dying to know what's going to happen in the next chapter. Next week, I'll read the 3rd chapter for you. And for now, it's homework time. Write in the comments below a few new words that you learned from this story. Even better if you can write them in Russian with the English translation. If you liked this reader and can totally see how graded readers can help you boost your Russian, check out my other readers on Amazon. They are uber cheap, only $3. But they will be a tremendous help to your Russian. Thank you for watching this video. If you liked it, consider subscribing and hitting that little bell sign to receive notifications whenever I post a new video. If you want to download the reader in PDF, the link is in the description. Remember, together, you, me, graded readers, we will boost your Russian.